Всем привет! Давайте сегодня с вами свяжем вот такую замечательную тыковку. Для ее вязания нам понадобится основной цвет. Я буду использовать цвет горчица от нитки и другой цвет на ваш выбор для хвостика, вот для этого, и для нижней части тыковки. Также нам понадобится крючок. Я буду вязать крючком 7 миллиметров, ножницы и игла. Для набивки тыковки я взяла вот такой вот синтепон, он у меня метражом, но я его нарву или нарежу на мелкие вот такие вот кусочки. Так будет намного удобнее. Лучше всего, конечно, покупать синтепон в шариках, тогда вам не придется ничего рвать и резать. Давайте приступим к вязанию тыквы. Вам понадобится основной цвет и крючок. Начинаем с того, что набираем цепочку из 14 воздушных петель. В первую петлю провязываем соединительный столбик. Во вторую столбик без накида. Следующие 2 петли провязываем полустолбик с накидом. Дальше 5 столбиков с накидом. Дальше снова 2 полустолбика с накидом. Один столбик без накида и 1 соединительный столбик. Мы закончили первый ряд. Второй и все последующие ряды будем вязать одинаково. Делаем петлю подъема, переворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд. Как я уже сказала, второй и последующие ряды будем вязать все одинаково и будем захватывать вот эту вот часть нашей верхней косички. Сначала вяжем соединительный столбик, дальше столбик без накида, 2 полустолбика с накидом, пять столбиков с накидом, дальше 2 полустолбика с накидом,
столбик без накида. И в самую последнюю полукосичку, вот здесь она у нас прячется, мы провязываем соединительный столбик. Все, закончили второй ряд. Снова делаем петлю подъема, поворачиваем вязание и начинаем вязать третий ряд. За заднюю полупетлю вяжем все то же самое. И таким образом нам нужно провязать в общей сложности 21 ряд. Сейчас мы их давайте провяжем и встретимся для того, чтобы нашу тыковку сшить. Я провязала 21 ряд. Оставляем кончик длиной примерно 50 сантиметров. Отрезаем нитку. И вот эту вот последнюю петельку просто вытягиваем. Теперь надо нашу тыковку сшить вот в этом месте. Для этого возьмем иглу для трикотажной пряжи. Лучше всего подойдет металлическая игла, но можно использовать и пластиковую. Вот с этой стороны у нас вышел хвостик. Заводим иголку в первую петлю. Немножечко нитку подтянем. Здесь выйдем снова вот сюда, вот в первую петельку. Дальше здесь ныряем в следующую петлю. И здесь с противоположного края тоже во вторую петлю. Дальше здесь идем снизу в следующую петлю. И следующую петлю с противоположного края. Ныряем сюда. И сразу протыкаем первый ряд, да, нашей тыквы. Это же у нас был первый, здесь последний. И таким образом сшиваем весь бок.
Вот так вот у вас должно получиться. Теперь нам нужно вот это вот отверстие немножечко затянуть. Для этого мы поднимем вот эти вот петельки. Вот они здесь, их видно, они такими бугорками выглядят. Мы просто под них поддеваем нитку и немножечко затягиваем отверстие. Тяните очень аккуратно, потому что пряжа может порваться. Прошлись по всем петелькам и аккуратненько затягиваем. Если вот это вот отверстие у вас стянется до конца, то вот эту вот пипку заднюю можно будет не делать. У меня она до конца стягиваться не хочет. Я вам покажу, как сделать эту пипку. Так, затянули. Теперь нашу тыковку нам нужно чем-нибудь набить. Как я сказала уже, я буду набивать синтепоном. Вы можете использовать, в принципе, все что угодно. Слишком сильно не набивайте. Главное, чтобы наша тыковка держала форму потом. Вот так будет достаточно. А теперь нам нужно нашу нитку пропустить на противоположную сторону. То есть протыкаем нашу тыкву насквозь. Вытаскиваем иглу с этой стороны. И теперь мы должны стянуть вот это отверстие. Снова захватываем здесь петельки и аккуратно затягиваем. Захватили все ниточки и стягиваем тыковку. Стягиваем аккуратно. Здесь вот она у нас немножко затянулась. Я сейчас ее чуть-чуть расслаблю. Так. Это отверстие затягиваем. Теперь еще раз. Вот смотрите, с этой стороны у нас вышла нитка изнутри, да, вот отсюда вот. Теперь нам нужно, чтобы у нас она равномерно стягивалась вот здесь вот.
нам нужно ниточку провести вот до сюда и потом снова нырнуть внутрь. Давайте сейчас мы еще раз пройдемся по петелькам. Так, теперь здесь мы ныряем снова внутрь тыквы и выходим с противоположной стороны. Вот здесь мы стянули, равномерно стянули с этой стороны. Здесь, вот видно, здесь была затяжка. Мы ее сейчас должны еще вот с этой стороны немножечко стянуть. И снова сейчас выйдем на противоположную сторону. То есть, да, смотрите, как вам нравится. Стягивайте ее с двух сторон, чтобы получилось равномерно. Вот, посмотрите, такая тыковка. Уже она вырисовывается. Вот так получается. Эту нитку мы сейчас немножко проденем через разные петельки, чтобы закрепить, и просто отрежем. Вот так вот в разных направлениях сделаем, чтобы было крепко. Отрезаем хвостик и можем его спрятать внутрь. Вот так. Теперь можно определить, какая сторона вам больше нравится. Пусть она будет верхней частью тыковки, а другая сторона нижней. Вот здесь давайте у меня будет нижняя сторона. Сюда мы сейчас будем вязать вот эту вот пипочку. Берем цвет дополнительный для хвостика и для пипочки. Делаем кольцо амигуруми. И просто провяжем сюда, в него 6 столбиков без накида. Затянем колечко. И сомкнем круг. То есть провяжем просто соединительный столбик. Вот такой кружочек у нас получился. Отрезаем небольшой хвостик для того, чтобы его пришить к тыкве. Петельку вытягиваем. Вот так вот у нас получилось. А этот хвостик давайте мы сейчас на конце закрепим. Да, на изнанке закрепим.
Теперь давайте пришьем вот таким образом эту пипочку. Сделаем еще вот такую вот петельку, чтобы у нас было аккуратное колечко. И будем пришивать его к тыкве. Просто будем захватывать петельки на тыкве и на нашей пипке, скажем так. Ну вот последний раз можно последний стежок сделать. Вот так. Эту ниточку сейчас пропустим несколько раз тоже через разные петельки. Обрежем и спрячем внутри тыквы. В принципе, это не функциональная какая-то деталь, вы ее тянуть часто не будете, поэтому достаточно будет ее таким образом закрепить. Так, вот давайте отрежем хвостик и протолкнем его внутрь тыковки. Пипочка готова. А теперь будем вязать хвостик. Вот с этой стороны нам нужно будет пришить хвостик. Для этого снова берем дополнительный цвет. Снова делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него. Давайте провяжем 5, наверное, столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь колечко затянем. Вот это будет начало нашей вот этой вот пипочки. И теперь дальше начинаем вязать по кругу, вот по этим петелькам, на нужную нам высоту хвостика. Вязать легче всего вот за эти вот верхние полупетли. Просто столбики без накида провязываем на нужную высоту. Сейчас я посчитаю, сколько я провяжу, чтобы вам ориентироваться легче было. Ну вот, давайте оставим 10 столбиков без накида я провязала. Получился такой хвостик, мне кажется, достаточно. Теперь нам нужно вот эту часть немножко расплющить, для того, чтобы пришить ее вот сюда вот. Для этого мы каждую петельку будем провязывать не по одному столбику, а по 2 столбика без накида. Сейчас тоже я посчитаю, сколько получится.
Так, один столбик удвоили. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Вот посмотрите, получается такая вот ободок такой получается. И шестой. Вот так вот. 6 раз я сделала прибавки по кругу. Теперь присоединим просто соединительным столбиком вот эту часть, чтобы замкнуть круг. Отрежем нить, оставив хвостик, чтобы пришить. Эту ниточку вытянем. Вдеваем нитку в иголку. И вот здесь еще раз вот так вот соединим, чтобы было красиво. Вот такая вот пипочка у нас получается. Так, давайте теперь вот этот хвостик, который у нас остался в самом начале, мы его пропустим внутрь. И отрежем здесь. Все, теперь можно пришивать. Пришиваем аналогичным образом, так же, как мы поступали вот с этой вот пипочкой. Захватываем пряжу на тыковке. И потом на хвостике. Вот таким вот образом давайте пришьем этот хвостик. Не буду останавливаться на нем подробно, потому что здесь также все аналогично тому, как мы делали с пипкой. После всех проделанных действий у вас получится вот такая вот замечательная тыковка. Яркий, красивый осенний декор для вашего дома. А самое главное, вы его сделали своими руками.